Наша основная задача, что вы спали спокойно. Как вообще в этом разобраться? Поспорить надо. Стреляет себе в ногу? С русскими, с казахами не работаю. Интересно. В своей стране я нахавался. Гадание на куриных пупочках. Бухгалтер бухгалтеру рознь. Здесь это не норм. Что со мной произойдет? Вас не выкинули со стороны. Зачем идти к налоговику? Это очень важно. Почему это все так сложно? Чем это чревато реально? День добрый, меня зовут Роман Супер, я кофаундер компании Relocate, и сегодня у нас будет очень интересный разговор про налоги в Великобритании, про бухгалтерию. Я думаю, что это будет многим актуально, особенно тем ребятам, которые переезжают из России, из Украины, из Казахстана, из Белоруссии. Сегодня у меня в гостях Люда Бинланд, собственно, сооснователь компании Schoolgate Accounting Services и сооснователь компании Endorsing Services. Людмила уже давно живет в Великобритании, собственно, является экспертом в налогах, в бухгалтерии, и я надеюсь, что мы сегодня очень интересно поговорим. Здравствуйте, Здравствуйте, Люда. Роман. Да. Спасибо огромное, спасибо за организацию подкаста. Классно вас увидеть, как всегда. Первый вопрос: как вы оказались вообще в Великобритании, и немножко про компании ваши, да, как бы чем конкретно они занимаются и кому вы помогаете? Приехала я в Великобританию очень давно, наверное, лет 25 назад. Я была тогда еще очень молодая, только закончила университет на самом деле. Приехала я по студенческой визе. Я думаю, что очень многие наши зрители сюда приезжают либо по визе таланта, да, инноватора, рабочая, либо как студент. В то время было очень легко приехать как студент. Вот. Учить как раз-таки английский язык, не знаю, английский я уже тогда знала. Я работала переводчиком, но интересно было. Самая легкая виза была. Вот. Это был Richmond Adult Community College. Вот. И я, похоже, все высшие, которые были уже efficiency, и бизнес и так далее, proficiency, английский язык можно было выучить. Я его, по-моему, уже там весь переучила. Вот. Ну, в общем-то, так я приехала. Далее, на самом деле, у меня было образование бухгалтерское с Казахстана, но что я поняла, что кроме как амортизации, я, в общем-то, особо и не работала, опыта не было в бухгалтерии. Ну, я быстро поняла, что я ничего не знаю, так как опыт работы у меня был только в Алма-Ате переводчиком. Ну, английский мне, конечно, очень помог сказать, да. Поэтому, когда я приехала, я продавала обувь и работала воспитателем детского сада. Я вспомнила, что у меня есть УПК, так называемая, где меня выучили на воспитателя детского сада, и зарабатывала я 10 фунтов в час. Это было круто. При минимум wage 4 фунта 15. И я очень гордилась, мне нравилось делать продажи, продавать обувь. Я была самой высокооплачиваемой. Говоря про moving forward, да, я поняла, что нужно было учиться здесь и дальше, кроме амортизации, получать другие знания в бухгалтерии. Сейчас у нас несколько компаний, слава богу. Одна из них Schoolgate Accounting Services, Clarence Advisory, Tax Lyrical, Huamao. Я являюсь одним из основателей UK Endorsing Services. Мы одни из 3 в Великобритании Endorsing Body, и мы являемся operational lead именно в этом endorsement на визу Innovator Founder. Круто. Такой богатый, интересный путь. В обуви, как вы понимаете, мы тоже классно разбираемся, кроме бухгалтерии и налогов. Такой вопрос, он может показаться немножко таким глупым, но на самом деле, мне кажется, что с этой проблемой сталкивается любой человек, который переезжает в Великобританию. А вообще, зачем идти к налоговику? И зачем идти к бухгалтеру? И вообще, всем ли надо? Как на этот вопрос просто ответить? Первым делом я всегда так говорю, что возьмите совет до того, как вы приедете в Великобританию. И мне кажется, перед тем, как приехать в новую страну, я очень сильно рекомендую приобрести совет по налогам. То есть просто это может быть платная какая-то консультация, может быть, не обязательно платить деньги за нее. Вы сейчас в YouTube очень много информации. Также известный чат GPT, да, спросить: слушай, расскажи мне базовые налоги, которые... Но я бы так или иначе, да, в зависимости, если у вас все просто, вы считаете все просто, то можно сделать общий ресерч. Если у вас есть какие-то активы, особенно которые приносят деньги, то я бы сильно рекомендовала получить квалифицированную консультацию. Я поделюсь опытом, когда мы открывали бизнес в Эмиратах. На самом деле меня очень интересовало, какие там налоги. Также до войны мы также смотрели и думали открыть бизнес в России, потому что наши были клиенты русскоязычные. То есть один из тех, которые мы узнавали. И мы до того, как открыть бизнес, мы платили сами за этот совет, чтобы узнать, какие налоги элементарно, что ждет нас, чтобы не
оказалось, что мы приехали, открыли бизнес или стали что-то делать и не знали, что нас ждет. И это стресс, это какие-то штрафы, это неспанные ночи. И поэтому для меня как бы, ну вот сейчас, когда клиенты приходят, я им говорю, слушайте, раз уже вы заплатили, да, за консультацию, а стоит она довольно-таки, ну, хорошо, да, наша основная задача, что вы спали спокойно. А остальное мы уже вам посоветуем, как оптимизировать, какие налоги расскажем и так далее. Поэтому я бы сказала, ну, ответ на этот вопрос, это очень важно, мое мнение, узнать, какие налоги в той стране, в которой вы собираетесь жить. Скажем так, если вы собираетесь не только работать на кого-то, да, если вы приехали по рабочей визе, скажем, и кроме этой рабочей визы у вас больше ничего нет, и доход у вас меньше 150 тысяч фунтов, то я бы сказала бы, вы более-менее норм, да, то есть вам работодатель все налоги отчислит за вас. Декларация вам не нужна, к примеру. А все, что свыше, и тем более, если у вас есть доход, который не облагается у источника за рубежом или здесь, то я бы сильно порекомендовала узнать так или иначе, да, по вашему желанию, какие налоги и что вам придется делать. Ну, конечно, проще это не самому, мое мнение, сидеть в Гугле, да, в чат GPT спрашивать в надежде, что тот ответит вам правильно. Это взять и по делу просто спросить у человека на конкретных вопросах. Расскажи, вот у меня такая ситуация, скажи мне точно, вот под мою ситуацию, не просто какие, а именно относящиеся ко мне. Выбор, конечно, клиента, вот, но я бы рекомендовала, конечно, легче и проще получить у консультанта квалифицированно, чем у чата GPT. Расскажите про ваш опыт. Вы здесь 4 года, Роман, правильно? Да, 4-й год, но на самом деле мой опыт, он довольно типичный, потому что я переехал сюда по визе Global Talent, и у меня не было работы в Великобритании, то есть у меня, собственно, компания, которая зарегистрирована в Евросоюзе, и у меня были какие-то активы в России, и мне важно было понимать, там, что мне делать с этими активами, смогу ли я их там как-то завести в Россию, под каким соусом. Также мне важно было понимать, являюсь ли я налоговым резидентом, когда мне нужно подавать декларацию, нужно ли. И главный, ключевой вопрос, что нужно сделать для того, чтобы эту налоговую нагрузку сократить в рамках легального поля, конечно же. Ну, то есть не нарушая закон, потому что очевидно, что есть способы каким-то образом уменьшить эту налоговую базу. Тут у меня скорее вопрос, вот как бы даже скорее от лица наших клиентов, да, потому что это в основном таланты, и, как правило, это наемные сотрудники, специалисты в IT, которые переезжают, и не всегда у них есть работа в UK. Это предприниматели, причем это могут быть и стартаперы, которые вот только запускают бизнес, да, и люди, которые уже здесь что-то делают, и у них есть какой-то успешный трек. Всем нужно идти? И всем ли нужно идти к налоговику или достаточно проконсультироваться с бухгалтером? Важный вопрос, потому что, например, по моему опыту, я, не понимая ничего, я пошел к налоговику довольно дорогому, и, значит, вот какое-то количество времени я слушал про то, что налоги нужно платить, заплатил за это какую-то значимую денежку, но как такого value я не получил от этой консультации. Но я думаю, что проблема еще в том, что, может быть, я недостаточно подготовился и задавал не те вопросы. То есть нужно было заранее подумать и там подсветить какие-то особенности личной моей ситуации, и тогда бы как бы я почувствовал, что есть какой-то толк от этого. Возвращаясь, наверное, к последнему вашему, то есть вы прокомментировали, что вы сходили к налоговику и не получили так называемый value for money, да, то есть вы услышали общую информацию. И второй вопрос, можно просто у любого бухгалтера найти и спросить те же самые вопросы, что это либо будет бесплатно, либо, наверное, дешевле, да, потому что бухгалтер обычно стоимость его часовой ставка дешевле, чем налоговика. Говоря по последнему вопросу, все работают по-разному. В основном, как мы работаем, мы до начала нашей консультации мы вам высылаем так называемый шаблончик, где вы заполняете, когда вы приехали, по какой вы визе приехали. Мы спрашиваем про вашу ситуацию за рубежом и в Великобритании. И мы спрашиваем, то есть мы прямо конкретно спрашиваем, что у вас, и вы нам и далее, описав свою ситуацию, вряд ли вы что-то забудете, у нас шаблон очень детальный. То не займет много времени, но вы основные вещи про себя, которые к вам подходят, вы заполните. И далее уже мы приглашаем вас в этом же шаблоне задать вопросы, которые вас лично интересуют. То есть, когда мы уже встречаемся, то мы не спрашиваем вас, когда вы заехали и какая у вас ситуация, что у вас есть, вы уже получаете value for money, так называемый. Мы переходим обычно сразу к ответам. Мы говорим спасибо большое за всю вашу ситуацию. Если обычно, может быть, 1 или 2 вопроса будут очень коротких, если вы что-то забыли, но в основном мы уже отвечаем конкретно по вашей ситуации. Сожалею о вашем опыте, да, что вы получили общую информацию, уверена, она была все равно в каком-то контексте полезно.
сложной, но мы работаем так. То есть, Может, вот, мне не надо было идти к налоговику? Может, мне достаточно было б очень хороший с вопрос. Да, бухгалтером да. проконсультироваться? В зависимости от сложности вашей ситуации. Я не могу сказать, и вы знаете, у нас бухгалтер бухгалтеру рознь. Есть бухгалтер, допустим, который квалифицированный с лицензией ACCA, который каким-то образом, когда он сдавал квалификацию свою ACCA, этот человек взял предмет налогообложения. И у этого бухгалтера обширный опыт с налогами. То есть я не могу сказать, что такой бухгалтер плохо вам ответит. Ну, я бы сказала бы, то, что это человек именно по бизнесу, наверное, и киевские налоги, и, может быть, в зависимости от опыта работы этого бухгалтера, он, может быть, и сможет ответить на ваши базовые вопросы. Но в чем отличие бухгалтера от налогового, скажем, от налоговика, скажем, Chartered Tax Advisor или International Tax Advisor? Налоговик, он более углубленно знает налогообложение, и он знает все лайфхаки. То есть, если я вам приведу такой пример, вы, допустим, придете про резидентство, мы с вами говорим: Люда, сделай мне, пожалуйста, тест на резидентство. Я вам его сделаю, как и другой бухгалтер, возможно, ACCA, да, скажем, квалифицированный. Мы сейчас говорим про квалифицированного бухгалтера, да, не просто человек, который бухгалтер себя называет. Скажем, ACCA квалифицированного бухгалтера с опытом работы, который продвинутый, классный, да, и, скажем, налоговик, то есть международный, да, tax advisor, давайте, вот разница. Вас сделают резидентом, и причем сделают правильно. Но если вы придете к международному tax advisor, и вы скажете: Люд, знаешь что, слушай, получилось так, что в этот год я завез много дохода. Если мы говорим до апреля, да, вы стали вот налоговым резидентом, скажем, в последние 3 года. Но, по сути, я понимаю, что я по местным правилам, называется по domestic, налоговый резидент. Однако у меня все привязки. Дом еще есть, скажем, в России, в Казахстане, в Украине. Семья, допустим, родители, друзья, у меня все социальные сети, у меня все. Здесь, ну, и да, я здесь на визе, но я живу, у меня жилье, которое я снимаю, но у меня основные все центры жизненных моих интересов находятся, скажем, в другом месте. То мы бы рассмотрели бы, если двойное соглашение между двумя странами, это первое, что мы рассмотрели, а второе, за исключением вот сейчас России, да, только вот с этого апреля этого года, было двойное тоже соглашение, оно с Казахстаном есть, оно с Украиной есть, то мы бы применили так называемую статью 4. И в этой статье 4 говорится по центру жизненных интересов. Мы не будем количество дней смотреть. Первый тест определяется по количеству дней в основном, ну и чем вы занимались. Вот, то в другой тест, вот статья 4, определяется по центру жизненных интересов. И таким образом мы могли бы вас сделать не резидентом, но это вас только может сделать человек, который понимает в международных налогах, который принимает double tax treaty, двойное соглашение. Он знает, что есть статья 4, он умеет ее принимать. Обычный бухгалтер этого не сможет вам сделать. Максимум, что он сможет вам сделать, что правильно и классно, он может посмотреть вот эти domestic законодательства, то есть, по сути, что и является налогообложение, скажем, в ACCA или вот на базовом, ну, хорошем, базовом, классном, хорошем уровне. Потому что сделать тест на резидентство тоже не для слабонервных, что вы понимали. И у нас мои коллеги учатся, ну, год-полтора, чтобы даже domestic сделать, это непросто. Поэтому я не хочу как бы обесценивать работу бухгалтера. Это просто даже сделать вот это уже фишка классная. Но я думаю, то, что у налоговика, особенно в зависимости, в чем он специализируется, он вам просто даст более углубленный совет и посмотрит: окей, если у вас такая ситуация, можно сделать что-то еще. Если международные правила, это сделает уже я думаю, что человек, который конкретно специализируется. Хочу упомянуть, что вот я выучилась, да, на Chartered Tax Advisor, что тоже не для слабонервных. Квалификация, по сравнению с бухгалтерской квалификацией, я просто тогда уже поняла, я думала, квалификация бухгалтера была жесть. Это было что-то вообще невероятное. Насколько это было сложно, и, пожалуй, самое сложное в жизни квалификация, там мастер-дегри отдыхают. И King's College, допустим, в котором я сейчас учусь на мастерс в International Taxation, это просто piece of cake, как говорится. Да? У нас были направления, причем вы идете не просто даже к таксу, там, человек себя Chartered Tax Advisor себя называет. Вы смотрите, в чем он специализируется. У нас были, кто специализируется, то есть мы на awareness учим все налоги на базовом уровне, как доктор, GP, да. Потом вы к нам приходите и говорите: Люд, а у меня там налог на наследство, и я знаю, что налог на наследство я учила на awareness, я GP, и я вас пошлю уже к специалисту по
налог на наследство, если там что-то вообще очень-очень сложно. Почему? Да потому что у меня специализация была физические лица и компании. То есть я могу вам на базовом уровне рассказать, но если там очень сложно, я пошлю обязательно к тому человеку, который выбрал не физические лица и компании, который выбрал НДС, скажем, и inheritance. Понимаете? То есть даже когда люди говорят, я Chartered Tax Advisor, мы говорим, окей, а в чем ты специализируешься? И даже там уже вопросы, окей, классно, а в чем ты специализируешься? То есть даже там может быть человек не по теме, допустим. Поэтому если вы когда идете и говорите, мне нужен совет по НДСу, и там очень-очень сложно, не обольщайтесь, если вам говорят, я Chartered Tax Advisor, окей, а ты в НДС, потому что есть люди, я говорю так, которые с 9 до 5 только советы по НДС дают. Вот они специализируются в НДС, они закончили, то они тоже называются, как и мы, Chartered Tax Advisor, просто они выбрали другую специальность. Поэтому бухгалтер будет знать больше дебет и кредит, больше дивидендов будет знать, больше будет знать, как в компаниях вытащить прибыль, да, то есть это немножко другая как бы часть, да, то есть больше про компании. Chartered Tax Advisor, он более, да, скажем, по физическим лицам, по налогу по наследству. И ты тот же corporate tax, то есть если вам нужно углубленные знания, у вас компания, у вас комплекс affairs, и вам нужно что-то, corporate tax тоже tax advisor, я бы порекомендовала. Вот, но и тот, и другой, да, и на самом деле бухгалтер — это круто, я не обесцениваю вообще ничей труд, и я бы сказала, вы что и те, и другие, в зависимости от опыта, экзаменов, которые этот человек сдал, да, специалист, вы получите совет. Главное, побольше вопросов узнать, в чем человек специализируется. Пожалуй, когда бы я пришла к налоговому советнику, первый вопрос я бы спросила, в чем вы специализируетесь? То есть у вас есть лицензия, и в чем вы специализируетесь? У меня такая ситуация, можете ли вы мне помочь? Очень интересно про резидентство, но сначала есть такой немножко провокационный вопрос. Среди наших клиентов и вот такой как бы русскоязычной тусовки, и предпринимателей и талантов есть такое предубеждение, что налоговики, авторизованные в Великобритании, они как будто бы не очень про то, чтобы тебе помочь, а про то, чтобы защитить интересы Великобритании. Есть такая байка, что ты не можешь прийти к налоговику и к бухгалтеру и, скажем, напрямую сказать, а как мне вот оптимизировать свои налоги? Или как мне сэкономить? Потому что я слышал, что как бы вот если ты начнешь как-то что-то, такие вопросы неаккуратно задавать, на тебя могут настучать в буквальном смысле, и как бы у тебя будут неприятности. Насколько это правда? И вообще, есть ли какие-то вопросы, которые нельзя задавать бухгалтеру и налоговику, и это может быть какой-нибудь, не знаю, criminal offense? Очень классный вопрос. Ну, давайте так скажу. В чем фишка между английским налоговым советчиком и русскоязычным? Давайте так, немножко cultural difference, да, культурная разница. Я думаю, что очень много клиентов, которые приезжают сюда, 50 на 50. Сначала мы приезжаем там с Казахстана, такие, все, я больше с русскими, с казахами не работаю. I've had enough, да, в своей стране я нахавался, и я пошел к англичанину советоваться, да. Клиенты идут к англичанину, тут они понимают сразу культурную разницу, они понимают, о, а я могу это сказать, о, я могу это не говорить, а я могу это, а вдруг он меня не поймет. И человек начинает переживать, а что можно говорить? И то есть, но, и ты видишь глаза этого англичанина, когда ты ему задаешь вопрос, просто пытаешься узнать, и у него сразу большие глаза, и ты думаешь, боже, сейчас меня сдаст реально куда-то. Когда приходят клиенты к нам, то есть к нам приходят либо сразу, они как бы приехали, они и даже не пытаются, да, потому что, не, языковой барьер, я лучше сразу к русскоязычному пойду. Либо те, которые уже накушались англичан, и вот и приходят к нам и сказали, нет, спасибо, мы попробовали, мы пойдем обратно к нашим, да, потому что те хотя бы наша ментальность. Вот, и когда клиенты приходят к нам, да, у нас есть такое, это совершенно правда, что если клиент совершенно отказывается, вот это слово отказывается, значит, для того, чтобы отказаться от чего-то, нужно хорошо быть просвещенным, кто-то тебя должен поуговаривать, все рассказать, какие последствия, и ты все равно не хочешь что-то делать. Но когда приходит клиент к нам, у нас такой же менталитет. И мы знаем, что в наших странах позволено, что где-то что-то обойти, что-то где-то скрыть, что-то где-то не делать, и это норм. Здесь это не норм. Но когда человек приходит к нам, мы просто к этому относимся с пониманием. То есть к такому типу вопросов мы понимаем, что человек нас спрашивает не потому, что с ним что-то не так, как бы это англичанин воспринял, а просто потому, что он так его вырастили. То есть он приехал, он просто не понимает, что здесь по-другому работает. И наша задача не сливать информацию, потому что нас сказал, и у клиента были намерения что-то недоплатить или что-то не то сделать, а рассказать, как здесь делается, и рассказать риски, которые, если клиент все-таки не захочет делать
как мы ему рекомендуем, то есть в конце концов дело клиента, ну и хочет не надо, да, но наша задача, он нам платит, и мы всегда говорим, мы сразу говорим, слушайте, вы пришли к тому налоговику, да, у которого клиенты спят спокойно, потому что не у всех это value, да, некоторые, я лучше пошел к дешевому, у которого нет лицензии, который мне делает, как я хочу, да, мы такие, окей, то есть это ваше как бы дело, но у нас к нам приходят для того, чтобы не было стресса, да, и если вы не хотите стресса, спать спокойно, и чтобы у вас все же было здесь в жизни хорошо, и вас не выкинули со стороны, мы вам можем помочь, и при этом мы оптимизируем ваши налоги. Только мы это делаем легальными путями. В некоторых случаях, я вам так скажу, очень редко. Мы говорим, если будет в год один раз, это как бы вот с такой редкостью, когда уже там совсем, да, очень все плохо, когда вы, ну, то есть это не происходит очень часто. Слава богу, у нас клиенты тоже с пониманием относятся, когда мы что-то рекомендуем. И практически все, то есть play the ball, да, то есть, окей, я сюда приехал, чужой монастырь не ходит, да, со своим уставом, вот. И то есть люди понимают, они понимают, что здесь по-другому думают, и все берут наши рекомендации. А вот тот случай, который раз в год, это вы говорите, что мы не будем работать, или как-то Да. это какие-то санкции происходят? Да, смотрите, в большинстве случаев мы просто отказываемся работать. Но клиент сразу понимает, что он хочет по-другому. Он говорит, окей, для меня сон не важен, для меня стресс не важен, я беру риск, что меня отсюда выкинут с этой стороны. Клиенты сами уже уходят, да, ну, не уходят, они не стали нашим клиентом или совет взяли, и потом они пошли искать друг. Это, ну, редко бывает, я вам так скажу, но бывает. А по сути, слив информацию только когда совсем очень все плохо, и клиент отказывается, и он уже стал наш клиентом, он отказывается, мы говорим, мы упрашиваем, мы очень долго, пожалуйста, вот. В основном я в таких случаях предотвращаю таким образом, что я лично звоню клиенту, и я его лично пытаюсь уговорить. То есть я провожу с ним время, я объясняю. То есть до того, чтобы дойти вот до этого уровня, что просто так, поверьте, это большой надо путь проделать. Поэтому, когда мы говорим один раз в год, у нас, я не знаю, тысячи клиентов проходят, да, вот пользуются нашими услугами, и один это может быть, и то я говорю, не каждый год. То есть у нас, когда мы заполняем формы, у нашего регулятора есть такой вопрос, сколько раз вы слили информацию, да, если так, ну, оно по-другому и формально. И очень часто мы говорим 0, да, я не знаю, наверное, это не в нашу сторону, но мы очень стараемся не допустить этого, потому что мы не хотим никому жизнь портить, да, и мы все делаем, прилагаем все усилия тем клиентам, которые, ну, все-таки нам заплатили, даже наши услуги. Мы пытаемся остаться им верными, но не значит, что мы позволяем им делать то, что вне рамках закона. Прилагаем все усилия, чтобы этого не допустить, чтобы даже если клиент хочет что-то, чтобы мы объяснили, почему так, что лучше сделать это по-другому, другим способом. Есть вопрос по поводу резидентства, и там какая-то очень сложная магия. Я сейчас расскажу то, как я это понимаю. Скорее всего, это неправильно, это какое-то упрощение. В общем, мое понимание следующее. Есть 3 события, которые с большой вероятностью ведут к налоговому резидентству. Первое, ты находишься на территории страны большую часть года, там 180 плюс какое-то количество дней. Второе, это ты обладаешь собственностью в UK, либо ты снимаешь квартиру официально в долгосрок. Третье, у тебя есть контракт постоянный с британской компанией, ты там получаешь зарплату на пейроллах. Вот, и как будто бы если одно из этих событий есть, то ты автоматом являешься налоговым резидентом. И тогда вопрос, который беспокоит, мне кажется, вообще всех людей, с которыми я говорил, а зачем тогда вот какие-то сложные формы? Зачем там как-то вот эти вот гадания на куриных пупочках, значит, налоговый резидент ты или нет? Ну, то есть, почему это все так сложно? Ну, то есть, вот как вообще в этом разобраться? Я вам скажу, Роман, последний лайфхак. Налоговая у себя на веб-сайте сделала так называемый тул, который определяет, резидент вы или нет. Это платно при этом. Бесплатно. Это даже бесплатно. Это последний лайфхак, который уже год, наверное, действует. И когда клиентам говоришь, слушайте, вы, скорее всего, резидент. Не-не-не, я использовала HMRC Tool, называется, и вот он мне сказал, что я не резидент. Не, подождите, ну у вас вот это, вот это, вот это, вот это. И на самом деле, я вам так скажу, для того, чтобы провести тест на резидентство, иногда там straightforward, как вы сказали, да, слушайте, если ты работаешь здесь full-time, да, то есть автоматически, если 183 дня, полгода, вот в году 6 апреля по 5 апреля, это, да, но опять-таки мы говорим на уровне каком? На domestic. Если мы идем в международное налогообложение, да, то в зависимости, надо это вообще клиенту или нет, то, может быть, вы даже и не резидент.
если есть двойное соглашение. Это еще поспорить надо. Мы говорим про domestic законодательство. Вы не представляете, для того, чтобы сделать тест на резидентство, я-то уже отучилась, да, мои коллеги где-то, и опыт работы, наверное, минимум как 1,5 года. И когда клиенты приходят и говорят, я сделал себе тест на резидентство, и мне показалось, что я не резидент. Или наоборот говорят, я сделал тест на резидентство, а там бывает до 183 дней. 183, понятно, да, резидент, сделали, молодцы, время сэкономили. А если меньше, я сделал себе тест на резидентство, и вот я не резидент, то ты, конечно же, знаешь. И тогда следующий мой вопрос, а у вас есть квалификация или вы как бы учились где-то? То есть вы, нет, я по профессии там, не знаю, строитель, там, может, не строитель, может, парикмахер, может, инженер. Они такие, нет, маму взяли просто и прочитали. И тогда ты понимаешь всю тонкость. То есть для того, чтобы сделать правильно тест на резидентство, если 183 дня, минимум как 1,5 года прямо full time. Опыт работы только делая резидентство и минимум учебы. У нас человек, который делает тест, к примеру, на резидентство, он обязательно должен сдать предмет individuals, физические лица, либо в ATT, это tax technician, либо в CTA. Вот, это человек, то есть, и потом его еще перепроверяют, чтобы вы понимали. Chartered Tax Advisor у нас есть, и Heather Barnes, которая с опытом работы 15 лет в больших четверках, там KPMG, Deloitte и так далее. Именно только в этой области ведет перепроверка. И потом я еще вижу также это, понимаете, то есть мало человек делает квалифицированный, который минимум как будет, у нас Настя сейчас, к примеру, делает, да, у нее сколько опыта работы? 3-4 года, да, уже не даже. Вот, плюс 2 человека еще Chartered Tax Advisor и International Tax Advisor перепроверяют. Вы представляете, когда человек приходит и говорит, я там резидент, не резидент, или я попробовала HMRC Tool, для нас это, камон, окей, давайте мы перепроверим. То есть это на самом деле сложно, но все, что вы сказали, Роман, я очень impressed. Это вы сказали самое основное, пожалуй, что триггер automatic residency, да, вот только что. Поэтому я восхищаюсь вашими знаниями. Спасибо. Такой вопрос. Вот даже давайте представим, что вот есть Роман. Он переехал в Лондон. Если что, у Романа уже есть ПМЖ, я уже получил, все подал. Но вот давайте представим, что я не такой ответственный, не такой прошаренный. Я вот сам себя прикинул, думаю, наверное, я не налоговый резидент первый год. И не стал подавать декларацию. А там какой-то корнер-кейс, не очень понятно. То есть, допустим, я там не снимал квартиру, допустим, я не работал в ЮК. Если по факту я был налоговым резидентом и не подал эту декларацию, как это можно выяснить? То есть, придут ли ко мне люди, не знаю, в погонах? В общем, что со мной произойдет? То есть, если это действительно так сложно, неужели не знаю, Home Office или кто там как-то это все проверяет так детально, что вот Роман не подал? Вы знаете, я видела HMRC Inquiry. HMRC — это такс-офис наш, да, налоговый офис. К нам приходят клиенты, когда им открывают запросы, так называемые налоговые запросы. Они приходят с налоговой инспекцией. И очень удивительно, что у человека, которому открыли запрос, у него нет ни National Insurance номера, то есть его же проследить надо, да, то есть каким образом? И у этого человека нет UTR. UTR — это Unique Tax Reference, который, когда вы встаете на налоговый учет, вам его присваивают тоже. Да, вот 2 номера. То есть по этим 2 номерам самое легко для налоговой инспекции открыть вам запрос. Но мы видим клиентов, у которых их просто нет. Таким образом, вопрос, а как налоговая инспекция вообще выследила этого человека? И мы видим запросы с налоговой инспекцией, они уже, клиенты ищут уже людей, которые могут им, специалистов, которые могут быть им помочь. И клиенты приходят очень часто к нам, русскоязычные. И вопрос как? У налоговой инспекции есть система под названием Connect. И эта система Connect, она использует искусственный интеллект. И когда у человека есть банковские счета, когда люди оплачивают карточкой за какие-то услуги и покупки и так далее, то все это фиксируется в этой системе Connect, искусственный интеллект. И когда ваши затраты не соответствуют вашим приходам, то есть то, что вы декларируете и вообще не декларируете, то идет несопоставление. И таким образом налоговая открывает запрос. В одно время, я вам расскажу очень интересный случай, есть улица в Кенсингтон, и вот с этой улицы, похоже, налоговая там всем выслала. У нас сложилось впечатление, всем выслала запросы. Нет, именно на одной улице вот на этом. Мы такие, они решили, вот там нашли парочку, да, вот, и, похоже, всем выслали. А еще, что было, знаете, интересно, что выслали inquiry, да, так
так называемый, там одному молодому человеку, и когда мы такие, слушай, он говорит, а я не знаю, ну там, я не знал, что ему что-то делать. Мы когда открыли его Инстаграм, у него было очень много фотографий с селебритис, и он продавал очень дорогие кроссовки, да. И когда мы посмотрели его Инстаграм, а там еще были люди очень известные, и известные были до того, что, ну, он бы не хотел фотографий. Очень много политиков, да, было, с которыми сказали, слушай, можно тебе посоветовать убрать? Вот эта система Connect, она анализирует, чтобы вы понимали, ваши social media также, что люди не понимают, она также social media. И этот молодой человек, ну, ему было до 18 лет, да, вы понимаете, то есть налоговая инспекция открывает мальчику, которому нет 18 лет, я не знаю, вообще был ли у него даже National Insurance, по-моему, у него не было даже ему 16 лет, ему ли было из памяти лет 15, да, который успешно продавал кроссовки за нехилую цену, они были очень дорогие, и как это social media, да, очень много было фотографий с продажей, вот, ну, и я говорю, это было все на вот этой улице одной, которую нам казалось, что просто налоговая решила, ай, давай всем разошлем, что-то у них всех приход не совпадает с расходами. Интересно. Вопрос трики немножко сейчас будет про русские деньги. Очень актуальный для многих наших клиентов. Русские, которые уехали из-за войны, там, вследствие каких-то других причин. У кого-то остались какие-то активы в России. Кто-то, возможно, получает до сих пор какие-то деньги, не знаю, там, от аренды квартиры, от чего-то еще. Понятно, что если ты налоговый резидент Великобритании, ты должен декларировать все свои доходы. Но как бы на уровне здравого смысла. Фактически Британия и Россия находятся в состоянии войны, ну, такой скрытой. Сложно себе представить, чтобы в ситуации войны страны обменивались бы информацией о каких-то финансовых операциях. Так ли это? Есть ли какая-то информация? Не знаю, вот как это можно прокомментировать. И второе, у многих россиян сейчас есть счета в Армении, там, в Грузии, в Казахстане, в Узбекистане. Многие получают какие-то деньги туда. Я знаю, что там Армения точно обменивается информацией с Великобританией, Грузия, по-моему, тоже. Насколько кто-то пытается, там, не знаю, укрывать эти доходы, допустим, там, на армянский счет свой. Чем это чревато реально? Ну, смотрите, вопрос, на самом деле, очень часто на консультациях, и от друзей я получаю такой вопрос, и говорят, Люд, слушай, вот идет автоматический обмен информацией или запрос информации по обмену, да, между странами. Вот сейчас идет война, поэтому обмена же сейчас нет, то есть это означает, что я могу что-то скрыть, а как об этом узнают? Первое самое, кроме обмена, давайте так, если вы деньгами этими пользуетесь здесь, помните систему Connect, которая, если ваши расходы здесь не соответствуют вашим доходам, то очень большой шанс, что налоговая откроет вам запрос. Даже не имея National Insurance, не имея UTR, вам могут открыть запрос. Поэтому это первый риск, без даже обмена. Второй, если, давайте подумаем так, вот мне сейчас хватает денег, я завез сюда, а я просто их показывать не буду и пользоваться ими, ну, они же не знают, но я всегда так говорю. Ребят, рано или поздно война закончится. Мы все надеемся, да, мы все молимся, чтобы она закончилась сегодня. Тогда начнется обмен информацией. И обычно налоговая вряд ли легко простит, да, если вот в такие моменты вы что-то скрывали. Вы помните, там идет до 200%, а вот даже сейчас, да, если вы скрываете какие-то доходы офшор, это называется офшор, да, все, что не в Великобритании, мы называем как бы за рубежом, все ваши зарубежные доходы. Сейчас наказание очень, ну, это 200, мало того, что придется заплатить налог, плюс еще 200%. Наказание суровое, а которое еще потом придумают, мы не знаем. Вдруг еще что-то придумают, еще страшнее, да, потому что на самом деле сейчас очень трудно, да, ну, обмена нет. Обычно, когда мы объясняем так клиентам, то есть, окей, не take advantage, да, вот такой ситуации, то, что сейчас нет обмена информации, она будет, и мы вам лучше сразу предлагаем сразу все декларировать, все, что необходимо. Сказав это, мы находимся сейчас в новом режиме, где 4 года разрешено на зарубежные непрямые доходы не платить налогов. Либо вы в течение вот этих 4 лет еще приехали, скажем, 3 года назад, а это ваш 4-й год. Отдельно про этот FIG, в общем, или FIG, как мы да, его FIG, называем. Да. В общем, был вот этот non-domicile, если я правильно, да, non-dom. Сейчас есть этот FIG. Вот можете как-то прокомментировать, насколько Великобритания действительно стреляет себе в ногу тем, что отменила этот non-domicile, да? Насколько FIG является какой-то хорошей альтернативой? В общем, что нужно делать тем иммигрантам, которые сейчас приезжают, которые как-то имеют эти иностранные доходы или хотят привезти деньги в Россию и не платить с них налоги, потому что это основной капитал? Ну, то есть вот что поменялось в этом месте? Что самое основное нужно? Я вам так скажу, нам трудно критиковать новый режим, потому что мы пытаемся поддержать наше государство, да, как можем, а учитывая, что мы еще работаем на государство, вот, поэтому как бы
критически, я не могу сильно критиковать, но что мы видим фактически, давайте я вам скажу, что у нас очень многие клиенты уехали жить за рубеж. Это либо на Кипр, то есть не обязательно они возвращаются в свои страны, это на Кипр, в другие благополучные страны. Мы знаем, что очень многие уехали в Эмираты и в другие страны Европы. То есть фактически мы видим, что новый режим для стареньких клиентов, да, которые уже здесь жили, он их реально напугал. То есть он их напугал, и эти люди просто уехали. Я думаю, таким образом, введя новый такой режим, Великобритания очень много потеряла зажиточных людей, которые продолжали бы платить налоги здесь. Мы видим снижение. Если раньше мы делали клиенту декларацию, то сейчас мы просто отменяем notice to file. Что такое? Значит, налоговая просит делать декларацию, а декларировать там нечего. Клиент уже уехал. Поэтому это немножко печально для нас на самом деле. Новый режим, он серьезно напугал тех клиентов, которые уже живут более 4 лет здесь. Мое личное мнение, конечно, старый режим, он был более, мое мнение, более таким благоприятным в налоговом плане для клиентов, которые хотят открыть здесь бизнес и развиваться. Сказав это, мы видим, что сейчас идет огромный наплыв на визу Innovator Founder, где мы являемся endorsing body, на визу Global Talent очень много приезжих также. То есть это тоже зажиточные люди, которым в Великобритании очень интересно. Вот это очень, конечно, интересно увидеть. Но статистику точно, сколько уехало, сколько Великобритания потеряла денег в результате вот этой реформы, мы не можем сейчас узнать. И она только будет известна через года 2. Да, мы только узнаем реальную статистику, насколько реально вот такой импакт, да, вот этого смены режима, как реальность ситуации. Вот. А пока мы просто, кто-то думает, что это классно, кто-то думает, что нет, в основном, да, кто в правительстве, да, здорово, вот. Но мы видим, что очень многие уехали. Вот. А какие-то плюсы у этого фига есть нового? Да, им классная фишка. Совершенно верно, Роман. То есть вот те клиенты, я их называю категория happy bunnies. Почему они happy bunnies? Если раньше клиенты приезжали, мы ставили галочку, называли non-domicile, деньги не привозите, думайте, что я сердцем люблю Казахстан, свои горы, и так скучаю, значит, я сердцем non-domicile здесь, а domicile в Казахстане. То сейчас им абсолютно не надо это. То есть сейчас 4 года они спокойно приезжают, пользуются деньгами. Если раньше новыми деньгами нельзя было пользоваться, то сейчас их можно спокойно сюда завозить и не платить налоги. Вот это, конечно, большая фишка. То есть вот это, я думаю, на самом деле очень классно. Но это только всего 4 года. И опять-таки я клиентам всегда говорю, что если это, когда мы говорим про 4 года, и мы не платим налоги на зарубежный доход не прямой. И что всегда стоит помнить, что если мы сидим на стуле в Великобритании с вами и работаем отсюда, мы всегда будем налоги платить. У нас очень многие сейчас консультации даю, большое недопонимание идет. Ой, это, кстати, важно. Да, что у меня вчера был клиент, я открыл компанию у меня в Эмиратах, доходы идут туда, у меня есть клиенты в UK, значит, я могу завозить деньги, которые в Эмиратах заработал сюда, как дивиденды, зарплаты и так далее, я не буду налоги платить, правильно? Такие, подожди, вы работаете с Англией, а что вы делаете, чем занимаетесь? Ответ, да, может быть, что если человек сидит на стуле и занимается еще и управляет, и если этот человек управляет, разницы абсолютно никакой, то только бухгалтеру в Эмиратах заплатите, да, мы говорим клиентам больше. То есть разницы в налоговой никакой, вы будете все налоги, которые полагаются в Великобритании, платить как полагается. То есть для того, чтобы работал вот это фиг, это нужно, мы говорим только про доходы, допустим, продажи актива за рубежом. Не прямой, не прямой, да, capital gain tax. Мы говорим про сдачу в аренду чего-либо, да, допустим, и то есть если это не компания, если компания не занимается трейдингом, скажем, у вас какой-то актив, и вот он приносит вам аренду. Это дивиденды в той компании, которой вы не директор, и даже вы ничего не делаете там, да, то есть вы просто инвестицию. Это проценты, да, туда подходят. Там есть огромный список, на самом деле, я не буду все перечислять. Что вам стоит помнить, если вы с Великобританией работаете, то фиг-режим вам не поможет никак. Поэтому лучше взять консультацию и узнать, то есть если это ваш случай. Тогда у меня прям есть шкурный вопрос. Вот есть Роман, он является учредителем в компании. Компания зарегистрирована в Евросоюзе. Клиенты не в Великобритании. То есть это потенциальные мигранты, которые находятся за пределами Великобритании. При этом Роман живет в Великобритании и является налоговым резидентом.
и получает какую-то денежку от деятельности этой компании. Ну, то есть формально я для самой Великобритании ничего не делаю. Я могу заявить фиг и не платить налоги с этих? Здесь два идет вопроса. Первый — place of effective management по-английски называется. То есть управляет ли он компанией и managing control, то есть контролирует, управляет ли этой компанией роман с территории Великобритании. Это первый вопрос. И если ответ «да», то вы просто обязаны эту компанию поставить на корпоративный режим, на налоговый учет, на corporate tax Великобритании. Вы, может быть, в зачет получите тот налог, который вы платите в другой стране, если есть двойное соглашение. А второй вопрос — занимается ли роман продажами на территории, потому что Великобритании. Потому что второй риск — это стать так называемым permanent establishment. А что это такое? Это означает, что не всю прибыль, а может быть, а часть какую-то все равно придется поставить на налоговый учет, на corporate tax. Не всю прибыль, а часть. В зависимости опять идет, сколько там других акционеров, сколько там директоров, может, там кто-то еще чем-то. Вот эти два вопроса. Если ответ на два вопроса нет, у вас проблем не должно быть, и вот этот фиг распространяется тогда на вас. На самом деле лучше, да, всю ситуацию, говорю, мы обычно, когда вы приходите к нам, вы расписываете всю ситуацию от и до в деталях, насколько хотите, и мы тогда уже анализируем и вам говорим все риски и, возможно, рекомендации до того, как вы, допустим, основали здесь или приехали, или только заехали на начальных порах, чтобы вы сразу все устроили. Если вы, допустим, у вас есть альтернатива, чтобы там кто-то на территории Евросоюза управлял и принимал решения, а вы только просматриваете имейлы и даете так называемый guidance, то мы об этом вам говорим. Понял, интересно. Это точно повод сходить к налоговому консультанту и бухгалтеру. Есть несколько вопросов из зала, я их так назвал. Это вопросы от комьюнити русскоязычного. Это те люди, которые уже переехали сюда, и у них есть какие-то вот нерешенные вопросы. Что, будучи self-employed, можно учитывать в бизнес-расходы? Часть аренды, часть расходов на еду, поездки на такси, на конференции и так далее. И как юридически это правильно сделать. А то все говорят, но мнения разнятся от «допиши сколько хочешь» до «высчитывай по минутам, сколько работаешь из комнаты, сколько метров стол занимает в комнате». О, боже. Звучит очень комплекс, правильно? Ты думаешь, да ну его нафиг, лучше вообще ничего клеймить не буду, да? Думаешь, да. Не, если так считать по минутам и по секундам, еще и стол measure, честно, я бы уже сдалась на этом уровне и сказала, да ну его, слушай, берем и плачу налоги, да, еще высчитывать. Не, на самом деле, есть два способа, даже три. Самый способ легкий — это вот вам 1000 фунтов дают так называемый trading allowance. Что это такое? Вы вообще не паритесь с расходами. Вы берете весь ваш приход, вы просто отнимаем 1000 фунтов, забываем про все другие расходы. Приход минус 1000 фунтов, вот на оставшуюся сумму вы платите налог, как self-employed. Это первое. Но это такой ленивый вариант. Я так предполагаю, те бухгалтера, которые называют себя бухгалтерами и просто не хотят вообще. То есть мы им заплатили маленькую сумму за декларацию, как вы представляете, им нужно быстро сделать. Чтобы быстро сделать, я беру весь клиенту, говорю, дайте мне доход 1000 фунтов, готово. Он такой, там люди за 100 фунтов делают декларации, так быстро все сделала, я вообще и дала за 5 минут декларация готова, ништяк, 100 фунтов всего взяла. Не, а то, что факт, что налог там будет много тысяч фунтов, да, это клиенты как бы не говорят, да. Это первый вариант, как можно. Вот, мы так делаем редко. Когда мы так делаем, мы спрашиваем, а есть ли ипотека? Сколько часов вы работаете? Сколько времени? И если у человека вообще, то есть он не работает с дома, он home working expenses, вообще у него нет. Он просто с дома не работает. Мы не придумываем. Что мы не делаем? Мы не придумываем. Мы снижаем, то есть есть много других, куча вариантов, потому что making up всегда грозит, что налоговая придет и спросит. А ответа нет. Поэтому, если там вообще никаких вариантов нет, да, то мы берем 1000 фунтов. Очень редко, да, очень редко. Второй вариант есть simplified form. То есть у налоговой инспекции есть такая табличка, говорит, что если вы работаете энное количество часов, то вам полагается 12 фунтов в месяц или 18 фунтов, или 25, да, в зависимости от количества часов. Честно скажу, это очень мало, кто 18 фунтов в месяц, там, особо тогда уж 1000, да, лучше взять в год, чем 18 фунтов в месяц или 25 даже, да. Третий способ — взять реальные расходы. Клиент работает с дома, то мы, окей, сколько у вас бедрумов? И у нас, по сути, мы уже придумали так называемый спредшит, да, в котором все расходы потенциальные — это свет, газ, электричество. Интернет. Интернет отдельно, интернет другое, да. Я вернусь к интернету. То есть, по сути,
сути, cancel tax даже можно. Что у нас еще? Покупка мобильного телефона, покупка мебели, которая как бы... Да. Когда мы говорим про счета за дом, допустим, аренду, да, ипотеку и так далее, то есть у нас есть формула на это, которой мы берем пропорцию, допустим, у вас free bedroom house, и вы работаете full time с одной комнатой, ну, мы возьмем 30%. Давайте так, все, free bedroom house. Если у вас two bedroom house, ну, поговорив с вами, какое количество часов и так далее и тому подобное, то мы можем сделать 40%, да, но не можем в соглашении с вами. То есть мы reasonable approach берем, с которой нормальный reasonable, то есть человек нормальный, согласился. То есть мы не берем еще экстрим. Мы с вами разговариваем, мы договариваемся. Если налоговая вернется, у нас всегда спокойно, мы сможем объяснить, почему так, и это would make sense. Мы говорили сейчас про аренду, про council tax и так далее, все счета, ассоциирующиеся с домом. Теперь мы говорим про интернет. Интернет очень это отдельная тема, очень интересно. Налоговая не разрешает интернет. Знаете почему? Они считают, что у каждого нормального человека сейчас в доме будет интернет для personal use. А мобильная связь? Не, мобильная связь другое. Вот. И если вы только протянете вторую линию интернета специально для работы, вот эту вы можете снижать. Поэтому в COVID, когда мы работали, все стали из дома, у нас, я помню, Virgin, я не помню, какую мы использовали, она просто барахлила. Мы сделали Virgin. Было BT, который раз от разу, и вся работа. То есть мы не могли, помните, да, из дома выходить в те времена. И для нас прямо интернет, это было просто недопустимо, чтобы он там барахлил. И мы протянули вторую линию, на случай вот эту вторую линию можно списывать как work home. Говоря про мебель, да, совершенно верно, вы можете списать эту мебель, ну, опять, есть у нас кэш-бейсис, акрол-бейсис, я не буду загружать, но ответ, скорее всего, да, что мебель вы тоже можете уменьшить так или иначе. Поездки. Абсолютно. Поездки, если... Теперь, какие поездки вы можете учитывать? Если, допустим, вот мы сегодня с вами приехали в эту прекрасную студию. Приехав сюда, мы каждый день сюда не ездим с вами, правильно? Поэтому мы можем списать транспортные расходы как на бизнес-поездки. Однако, если бы мы с вами здесь работали, и каждый бы день сюда ordinary commute называется, приезжали, то мы с вами не смогли бы этого сделать. Мы можем с вами их списывать, если только это не наше постоянное место. Постоянное место считается, если оно меньше 24 месяцев. То есть меньше 2 года — это ваше временное место работы. Если больше, то уже считается постоянное. То есть вот так определить. Поэтому сегодня мы с вами спокойно сможем списать все транспортные расходы. Второй вопрос из зала. Как устроены налоги у работающего лендлорда? Можно ли снижать налоговую базу дохода от аренды, вычитая из нее ипотечные взносы, service charge? Насколько осмысленно покупать buy-to-let на юрлицо, плюсы, минусы, подводные камни? Здесь очень много вопросов, спасибо большое, и они все классные. Первое, можно ли списать ипотеку? Мы всегда помним, что ипотека состоит у нас из капитала и interest, да, вот из 2 элементов. Капитал мы с вами не сможем списать, так как это другое. Можем ли мы с вами проценты, да, списать, наверное, вопрос. Ну, проценты мы, к сожалению, у нас только маленькая часть, там специально есть формула, только маленькая часть, ну, примерно, смотрите, 10% вот этих процентов мы можем списать. Если мы владеем недвижимостью как физлицо. Если мы с вами имеем компанию, и имеем недвижимость на компанию, то мы сможем списать 100%. Когда клиенты приходят и спрашивают: Люда, я хочу купить недвижимость, мне ее стоит на компанию покупать, либо на себя как на физическое лицо? Мой первый вопрос будет: ребят, что вы собираетесь с недвижимостью делать? И как только я слышу ответ: я собираюсь в ней жить, или моя мама в ней будет жить, или любые родственники, или любые близкие друзья, то ответ будет однозначно на себя. Особенно я часто слышу, клиенты, да, на самом деле платят кучу денег, чтобы только со мной проконсультироваться. Я расскажу им, почему нельзя, да, почему. Потому что если ты на себя берешь, во-первых, когда при продаже, далее потом, мы с вами налог на прибыль не будем платить. Когда мы продаем свое жилье, это exempt. Если мы покупаем на компанию, то формула приход минус расход, и на разницу мы на сколько? 25%. Мы хотим 25% платить. И если недвижимость больше $500 000, нам придется на такой налог, как АТЭТ, платить. Он минимум уйдет 3600 в месяц, в зависимости от стоимости недвижимости, если мы говорим про резидентскую. Нам придется бухгалтеру платить каждый год, да, чтобы делать отчетность. То есть твое собственное жилье повышается в цене, то есть это однозначно нет. Следующий вопрос: если клиент сказал: Люд, я хочу сдавать в аренду. Окей, это все. Окей. Вот тогда стоит следующий разговор уже более продолжительный. Мы тогда смотрим: окей, какие планы, сколько лет вы собираетесь эту недвижимость, есть ли ипотека. Если ипотека очень большая, человек собирается держать эту недвижимость долгое время, много лет, то, скорее всего, мы посоветуем
на компанию. Почему, если ипотека большая, представляете, она может уменьшить прибыль, да, уменьшение прибыли. А если мы на физическое лицо, и в зависимости, как вообще, то есть в зависимости от других доходов человека, в каком он банде есть basic rate, higher rate, additional rate, там уже смотрим, какие у вас доходы. И мы это все сопоставляем, иногда считаем даже, да, то есть мы делаем калькуляцию, но, скорее всего, если есть ипотека, это будет компания, скорее всего, в зависимости от ситуации, да, и какой человек банк, какие у него другие доходы, но, скорее всего, это будет, если есть ипотека. Если человек говорит, у меня нет ипотеки, я купил за кэш, то следующий, скорее всего, вопрос будет, окей, сколько лет вы собираетесь эту недвижимость держать? И, может быть, даже выгоднее, как на физлицо. И поэтому если человек говорит, я собираюсь 5 лет продержать, и потом я собираюсь детям своим отдать. И ипотеки нет. То, скорее всего, сказал, слушайте, может быть, выгоднее берите на себя. И опять-таки, сколько там, какой доход, какая аренда? Если мы говорим про 2000 фунтов, да, или 2,5 или 3. Вот. Есть, конечно, у нас клиенты, которые там по 40 тысяч в месяц, да, сдают, это дело другое, да. Спорный вопрос, мы делаем просчеты, уже точно говорим, да. А поэтому однозначно, да, сказать, как оптимизировать, каждая ситуация настолько разная, но одно могу сказать, что если вы собираетесь там жить, то это 99%, скорее всего, мы посоветуем сразу на себя брать. Вопрос мега актуальный, мне кажется, для огромного количества людей. Тоже из зала женщина пишет. Продала квартиру, доставшуюся по наследству в Москве. Как вести деньги в UK? Вопрос транзитных банков решен. Подразумевается, что человек является налоговым резидентом UK. Ну, я думаю, что здесь два вопроса. Может быть, и первое, нужно ли платить налог? Ответ, да. Скорее всего, если у вас не убыток, сразу хочу сказать. И дальше уже как вести деньги. Ну, смотрите, здесь, я думаю, проблемы уже, наверное, банковского, да, вот как банк пропустит. Очень хороший вопрос. У нас прямо однозначного одного ответа нет, но мы видим, что из опыта наших клиентов, что наши клиенты открывают банковские счета в Армении, в Казахстане и в других юрисдикциях. И похоже сейчас это один из как бы наилучших вариантов, как вам сюда привести деньги. Первое, организовать, через какую страну вам их надо завести. Потому что, по сути, если говорить, то нелегального здесь абсолютно ничего нет. То есть, если вы не под санкциями, спокойно продали свою квартиру, то есть вы ничего такого не сделали. А как вы уже возите сюда деньги, абсолютно ничего там такого нет. Из опыта наших клиентов это другая страна, Казахстан, Армения, Кыргызстан и так далее. Следующий вопрос, Люд, окей, то есть я открываю счет в Казахстане и перечисляю сюда. Я его перечисляю либо в Revolut, либо в Barclays же то же самое, либо в подобный банк. И тут у меня спрашивает Source of Funds. Люда, что дальше? Вот меня спрашивают Source of Funds. Банк не пропустит эту операцию. Для того, чтобы банк пропустил эту операцию, вам потребуются документы о продаже, о купле-продаже, которые вы оформили у себя на родине. Второе, вам потребуется, скорее всего, декларация здесь. Вот. Но опять-таки декларацию мы еще делать не будем к тому времени, но может быть справка от бухгалтера, подтверждающая как бы genuine, да, вот этой транзакции, что у вас реальная транзакция, то есть вы предоставляете от нас справку и предоставляете о купле-продаже документ в России. Следующий вопрос клиенты спрашивают, я вас удивлю. Люд, а я продал, вот у меня в документе одна сумма написана, а остальное мне притащили кэшем. Она говорит, вы же знаете, как у нас работает. Но опять-таки мы с менталитетом, мы его понимаем, у нас другой менталитет, но мы уже здесь давно живем, и мы немножко адаптировали местную культуру, но мы понимаем, откуда люди приходят, да, и мы понимаем, что нет других вариантов, да. Вот мне предложили, либо они не взяли у меня квартиру, да, то есть, а как с этим быть? Вот мне дали кэш, я его положил там и так далее. Мы тогда клиентам говорим, слушайте, вам придется здесь у нас задекларировать реальную стоимость, за сколько вы продали. Вы с этим happy? И если клиент говорит, что он happy с тем, что здесь всю эту сумму, которую ему в кэше и не в кэше, если клиент готов это все здесь реально задекларировать и здесь проплатить у нас налог, как полагается, то мы готовы написать справку в банк, что клиент продал за такую-то сумму, которую мы даже можем написать, что часть была за кэшем, часть вот как есть, да, вот. И я думаю, что у вас все будет хорошо. Возвращаясь к самому вопросу, как, я думаю, это через другие юрисдикции, потому что реально с России сейчас невозможно деньги, очень сложно их перевести. А в итоге налог нужно будет заплатить за эту квартиру? То есть вот... Если есть элемент, ну опять-таки, находится ли человек в ФИК, да, у нас есть поблажки, что 1 год нам налоговый разрешил, когда режим ФИК или человек давно живет, что брать value, если память мне не изменяет, с 2017
17 года, да, а не если вы купили квартиру до, то есть вы можете взять стоимость недвижимости на апрель 2017 года. То есть есть поблажки, да, сейчас, если вы продаете недвижимость или акции, да, какие-то активы за рубежом. Вот именно сейчас 1 год есть. А если не фиг, то нужно будет заплатить. Нет, ну смотрите, как у нас идет расчет налога на прирост капитала? Приход минус расход. Приход за сколько продал, минус за сколько купил. И разница между двумя, это будет subject to UK taxation. Есть такой вопрос, что такое self-assessment и когда он нужен? Self-assessment — это и есть личная декларация. Кому она нужна? Если у вас есть доходы, которые не облагаются у источника, либо зарубежные доходы, то вам, скорее всего, нужна декларация. К примеру, если вы живете в Великобритании, вы просто работаете на работодателя, и у вас заработок, скажем, меньше 150 тысяч фунтов, то вам декларация не нужна. Если у вас заработок больше 150 тысяч фунтов, то вам тоже придется делать декларацию. То есть, если у вас есть доходы, такие как дивиденды, проценты, если вы фрилансер, работаете на себя, то вам, скорее всего, придется делать декларацию. Еще вопрос вам как к endorsing body, конкретно по визе Innovator Founder. Есть ли какие-то налоговые льготы? Вот человек получает визу, у него есть бизнес, допустим, не знаю, регистрирует компанию. На чем можно сэкономить? Ну, специально для визы инноватора прям конкретно нет никаких поблажек. Однако обычно виза инноватора подразумевает какой-то research and development. Какая-то инновация связана с research and development. То есть специальный кредит, который вы можете получить с налоговой инспекцией, снизив корпоративный налог. Если вы платите его, то вам снижаются расходы, а если у вас убыток, то вам приходит чек обратно с деньгами. Вот. И уже есть специальная формула, которая высчитывается и так далее. Фактически можно сэкономить, по крайней мере, там первый год или... Если у вас есть элементы инноваций и research and development. А по Global Talent есть ли какие-то поблажки? То же самое. Да. По Global Talent отдельно, да? Какие типовые источники дохода чаще всего приводят к self-assessment? Те же самые. То есть нет конкретного как бы гайденса конкретно для Global Talent, но те же самые. Если вы работаете на себя, если вы фрилансер, либо у вас есть компания, откуда вы берете дивиденды. Если вы очень часто к нам приходят клиенты, которые приезжают сюда на Global Talent, просто не начинают работать с Великобританией. Вот у меня вчера был совет по налогам, и клиент заехал в июне, он не знал, что работая с Великобританией, ему нужно было зарегистрироваться на схему DPNI и каждый месяц сделать ведомость зарплатную и платить налоги каждый месяц. Это не self-assessment, это просто заработная, то есть мы ведем обычную заработную плату. Поэтому если у вас есть один клиент, либо работодатель, то это, скорее всего, будет DPNI, так называемая схема, на которой нам не ждать, когда декларацию надо делать, а уже помесячно делать зарплатную ведомость и платить налоги. Я думаю, что самое большое упущение на визе Global Talent из моего опыта. Есть уже у человека клиенты, он уже работающий, у него все налажено, у него все прекрасно. Приезжает сюда, он просто не знает, как ему здесь налоги платить. И тогда мы говорим, возьмите у нас даже пусть короткую консультацию, просто поговорите даже с нами, и мы вам скажем, что надо бесплатно это делать. Какие доходы чаще всего забывают декларировать, вот по вашему опыту? Самые обычные — это криптовалюта. А что, мне надо было налог, оказывается? Так подождите, она же у меня находится в другой стране, да? И второе, клиенты думают, если они айтишники, и они получают на платформы деньги за свои услуги, но они деньгами этими не пользуются. Они думают, что им налог не надо платить. А деньги сидят, они могут снять их в любой момент, им заплатили за работу. Подождите, они говорят, так я же деньги не снял, они там сидят и сидят, тут когда я их сниму, такие, не-не-не, если вы заработали, пользуйтесь вы ими, не пользуйтесь деньгами, вы их заработали, вам надо налог платить. Вот эти два, мне кажется, очень больших упущения. Когда мы видим сплошь и рядом, что клиенты просто не понимают, доходы нужно задекларировать. Очень интересная тема про крипту. У меня есть один прецедент, прям вот свежий. Наш клиент Relagate, который получил визу Innovator Founder, относительно молодой человек, работал в UK, продал квартиру в России и небольшими порциями завозил в Великобританию деньги через крипту. И к нему не пришли. Я сейчас не говорю, что это хороший путь или плохой путь, вот есть такой прецедент. И как бы ему удалось какую-то сумму ввести в Великобританию, купить здесь квартиру в ипотеку и фактически не заплатить налог за эту крипту. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что так делать нельзя и так далее, что есть риски, но вообще в целом, то есть как бы вот история с криптой, насколько она отслеживается? Если человек, допустим, работает, у него есть доход и есть какие-то пополнения. Первое, что я хочу сказать, что практически здесь квартиру невозможно купить, если юристам
который оформляет вам сделку, не покажет source of funds. Причем вы знаете, как они смотрят? Они смотрят на банковский стейтмент ваш и как вы перечислили сюда деньги. Это первое, чтобы у меня, вот, ну, когда вы рассказали, да, у меня первое, окей, как он обошел этот человек ваш, да, там идет сплошной вынос мозгов. То есть откуда, покажите, и мы сами покупали недавно 3 недвижимости, и я просто знаю, что это не для слабонервных, да, и то есть у меня первый вопрос, как они как бы пропустили вообще транзакцию. Окей, ладно. Идем второй. Можно через криптовалюту, то есть я абсолютно не против криптовалюты, вообще никак. И мне кажется, один из способов на самом деле, как можно, деньги, это просто рискованно. То есть, если там в Казахстан я предложила и в Киргизию где-то открыть банковский счет, ваши деньги сравнительно в хороших руках, правильно? Криптовалюта — это очень рискованно. Клиенты так делают, у клиента получается. Абсолютно я не говорю, что так не надо делать, может и надо, если вы готовы принять риск, и у вас не последние деньги. Вы их переводите сюда, но вам тогда придется заплатить налог на прирост капитала. Если вы, конечно, покупаете криптовалюту в один день и в этот же день продаете по той же самой цене, это будет 0, да? За сколько купил, минус сколько продал. То у вас и даже налога не будет. Но нам придется его задекларировать. Даже если будет у вас 0, то есть нам нужно будет с вами упомянуть. Потому что мы знаем, что есть система Connect, которая... А сейчас очень интересно, у налоговой есть вот автоматический обмен с криптовалютными платформами, там Binance и другими. Они прямо обмениваются. Налоговая прямо заставляет вот эти криптовалютные платформы обмениваться информацией. И то есть, если вы скажете, как узнать, то есть это дело, я так, знаете, смотрю, дело времени. Я не говорю, что это, кстати, классная фишка, молодец клиент, что у него так получилось, я рада за него. Но то, что вот если он купил и продал, там 0, да, то есть практически, ну, молодец. Вот, но единственное, что я вижу проблему именно с этой сделкой, что, может быть, если вы хотите так же сделать, ваш солиситор, который будет оформлять эту сделку, когда дойдет до source of funds, вот на этом уровне у вас могут быть проблемы. Вам придется очень много объяснять, что вы через криптовалюту, а криптовалюта у нас сразу high risk. Захочет связываться ваш солиситор или они откажутся. Вот это, я думаю, самое у вас главное, как бы, может быть проблемой. Важный вопрос в том числе для меня. Давайте представим, что есть иммигрант, допустим, это Роман. Вот он на ПМЖ и ждет британский паспорт, и паспорт будет через 1,5 года. Может ли Роман потом перестать быть налоговым резидентом? Допустим, да, продать недвижимость в России, уже не будучи налоговым резидентом, но имея британский паспорт, там война закончится, там как-то не платить налоги. Вот. И уехать на родину. Ну, например, да. Или потом вернуться в Великобританию, но там после перерыва не налогового резидентства. Такая схема вообще возможна? Да, возможно. А теперь вы смотрите, сколько лет вы уже прожили. Ну, когда мы говорим про британский паспорт, мы все знаем, что примерно, мы говорим 5 лет, правильно же ведь? Вот, и у нас есть такое законодательство, оно как раз-таки специально рассчитано на тех людей, которые вот думают, как вы. Я вот приобрету паспорт, потом уеду, потусуюсь годик где-то у себя на родине, либо в прекрасном Дубае, вот, там прогреюсь хорошенечко и через год вернусь. Классно же. То налоговая придумала антиавойденс законодательство, которое говорит, что если вы были в Великобритании, вот, ну, примерно вот 5 лет, да, как раз по получению паспорта, то вы уезжаете из Великобритании. Если вы возвращаетесь в течение 5 лет, то налог, который вы не заплатили, а который бы заплатили бы, если были бы резидентом, по возвращению вам придется его заплатить. Поэтому, если вы собираетесь так сделать, то вам нужно уехать со страны на 5 лет. И хотите вы в Дубае греться 5 лет, это уже решать вам. Последний вопрос, такой немножко общий, но мне кажется важный. Вот как вообще, вот давайте представим, что человек только приехал в Великобританию, или там первый год, второй год. Как вообще сэкономить на налогах? Вот про что нужно в первую очередь думать? Сэкономить в хорошем смысле, ну то есть не переплатить лишнего. В зависимости от налогов. Подоходный налог, налог на прирост капитала у нас есть, различные льготы, это вот такие как Research and Development. У нас есть различные схемы, ну, в хорошем плане этого слова, которые позволяют снизить так или иначе налог. То есть в зависимости, чем вы хотите заниматься, скорее всего, будет какая-то фишка в каждой сфере налогообложения, где вы можете оптимизировать в зависимости от типа. И рассмотрев уже вашу ситуацию, если мы возьмем все, что у вас по миру есть, то мы смотрим на всю вашу ситуацию, в какой банд в налоговый вы впадаете, и какой налог, и оттуда мы уже смотрим пути, как мы можем оптимизировать. И, скорее всего, будут какие-то оптимизации, которым вы приятно удивитесь. Скоро Рождество и Новый год, и есть небольшой подарок от Люды, в общем, от компании Relagate, а также от компании Schoolgate Accounting Services. По промокоду Relagate можно получить бесплатную консультацию 30 минут у Людмилы. Пожалуйста, записывайтесь. Промокод будет в описании видео. Спасибо большое, Спасибо Люда. большое, Это с было очень удовольствием интересно. вас ждем. Спасибо, Роман, Да. огромное за ваше время. Спасибо, да.